Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать и связать вместе с вами вот таких вот крольчат. Размер этой игрушки где-то 11, в ширину где-то 11-12 сантиметров, в высоту тоже где-то, если с ушками смотреть, то где-то 16 сантиметров, если вот такие вот ушки, то где-то 12-11 сантиметров, в зависимости от того, как вы набиваете игрушечку. Игрушечка вяжется очень легко и быстро. Я поэтапно все рассказываю. Глазки можно вставить как 12 миллиметров, вот здесь 12 миллиметров, так и 14, вот у меня 14 миллиметров. Ушки тоже можно пришивать по-разному, выстраивать уже так, как вам больше нравится. Можно висячие ушки, вот так, как у меня на одном зайке, можно торчащие, как вот на этом зайке. То есть мне нравится сама форма, что они вот так вот сидят. Оформить можно тоже, повязать какую-то ленточку или пришить какой-то бантик вот здесь вот на ушке, или какой-то бантик или цветочек какой-то связать. Ну, то есть уже тоже оформляйте на свое усмотрение. Вот такие вот зайчики получаются. Если вам нравятся такие кролики, то приглашаю на свой мастер-класс. Пряжа на 100 грамм 120 метров, плюшевая. Связать очень легко и быстро. Поэтому приглашаю к просмотру. Для вязания зайки нам понадобится пряжа на 100 грамм 120 метров. Я использую только такую пряжу. Это светло-бежевая такая телесная пряжа. Это Himalaya Dolphin Baby. Так как я заказывала пряжу с Украины, она мне пришла без этикеток, поэтому не могу сказать, какой цвет. Ну, вот такой вот телесный цвет Himalaya Dolphin Baby. Дальше нам понадобятся глазки 14 миллиметров. У меня такой вот с блестящей подложечкой. Дальше маркер, иголочка с черным полухлопковой пряжей для вышивания носика, ножнички и крючок. Крючок и на данный момент я использую 4,5. Вот. Я обычно использовала 4, но перешла на 4,5, поэтому крючок для пряжи на 100 грамм 120 метров, каким вы пользуетесь, берите тот же крючок. Все, давайте начнем. Итак, начинаем вязать ушко. Набираю 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. С третьей петли от крючка я провязываю полустолбик с одним накидом. В следующую еще один полустолбик с одним накидом. Дальше я вяжу столбики с одним накидом. Один столбик с накидом. В следующую 2 столбик с накидом. И в следующую 3 столбик с накидом. Дальше в последнюю петельку я провязываю 6 столбиков с накидом в одну петельку. 1, сюда же 2, 3, 4, 5 и 6. Переходим на вторую сторону. И по второй стороне провязываем зеркально 3 столбика с накидом. 1, хвостик вяжем вместе, 2 и 3. Подтягиваю хвостик и дальше провязываю 2 полустолбика с накидом. 1 и 2 в последнюю. Первый ряд провязан, второй ряд делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь 6 прибавочек подряд. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая,
5 и 6 прибавка. Дальше до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида в каждую петельку. 1, 2, 3, 4 и 5. Хвостик вот этот вот я обрезаю. И ниточку подлиннее мы будем ушко пришивать. Нам нужно связать вот таких вот 2 ушка. Теперь давайте вяжем ножку. Итак, начинаем вязать ножку. Набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый ряд провязан, второй ряд. Во втором ряду все прибавки подряд. В каждую петельку 2 столбика без накида. Провязав первую прибавку, я ставлю маркер в первый столбик. Подтягиваю хвостик и провязываю еще 7 прибавок. Вторая прибавка, третья, четвертая, подтягиваем хвостик, пятая, шестая, седьмая, и 8. Во втором ряду у нас получается 16 столбиков. Третий ряд. Снимаю маркер, провязываю первый столбик без накида и второй столбик без накида. Дальше провязываю 6 убавок подряд. Первая убавка, вторая, третья, четвертая, пятая и 6. И дальше до конца ряда провязываем 2 столбика без накида. Вот такая деталь получается. Теперь четвертый ряд. В третьем ряду у нас получается 10 столбиков. Четвертый ряд. Провязываю 3 столбика без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3. Теперь 2 убавки подряд. Первая убавка. И вторая. И дальше до конца ряда 3 столбика без накида. У нас по кругу получается 8 столбиков. Теперь снимаю маркер и провязываю пятый ряд 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь обрезаю хвостик, делаем соединительный столбик в следующую петельку. Я ее не затягиваю, вот следующую петельку я просто вот так вот протягиваю, и все.
потому что вот в эту петельку мы будем провязывать с вами ножки. И вот эта последняя петелька, я ставлю сюда маркер в этот соединительный столбик. Вот соединительный столбик. И это будет наш ориентир. Мы будем ввязывать лапки. Все, лапка связана, одна и вторая, полностью одинаковые лапки. Вот, и теперь давайте будем вязать тело. Так, начинаем вязать тело. Набираю я 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд готов. Второй ряд, все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик при этом вяжем вместе. Ставлю маркер, первый столбик. Первый столбик поставила. Дальше провязываю еще 5 прибавок подряд. Вторая прибавка, третья, четвертая, подтягиваю, пятая, и шестая. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. Третий ряд снимаю маркер, провязываю столбик без накида и ставлю маркер в первый столбик. Следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше опять столбик без накида, прибавка в следующую. Это уже второе повторение. Столбик без накида, прибавка, третье повторение, столбик без накида, прибавка, четвертое повторение, столбик без накида, прибавка, будет пятое повторение, и столбик без накида, прибавка, шестое повторение. Во втором ряду у нас получается 18 столбиков. Четвертый ряд. Маркер снимаю, провязываю столбик без накида, ставлю маркер. Дальше еще один столбик без накида, а в следующую прибавка. Так нужно провязать по схеме по кругу до конца ряда. 2 столбика плюс прибавка. Повторяем 6 раз. В конце 24 столбика. Давайте так провяжем. Итак, провязала 4 ряд, 24 по кругу получается 5 ряд. Снимаю маркер и провязываю 6 столбиков без накида. Ставлю маркер в первый столбик, провязываю 2, 3, 4, 5 и 6. Провязав 6 столбиков, мы провязываем ногу, первую ножку. Значит, я набираю 2 воздушные петли и в следующую петельку я провязываю 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Вот провязала я 5 столбиков с 2 накидами. Теперь вытягиваю небольшую рабочую петельку, вставляю петлю, крючок, вернее, в первую петлю, одеваю рабочую и вывожу через первую петлю. Делаю воздушную. Первая лапка провязана.
Смотрим, чтобы мы не потеряли здесь столбик, и провязываем 10 столбиков по туловищу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И провязываем вторую ножку. Делаю двойной накид. И в одну петельку я провязываю 5 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вытягиваю небольшую петельку, вставляю в первый столбик, одеваю рабочую петельку, подтягиваю, провожу через первый и делаю воздушную. Дальше до конца ряда я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Вот 5-й ряд у нас провязан. Вот такой ряд. Дальше 6-й ряд. Провязываем в начале хвостик. Снимаю маркер. В первый столбик же 6-го ряда я провязываю так. Провязываю в одну петельку, в первую 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вытягиваю небольшую петельку, вставляю в первый столбик, одеваю рабочую, подтягиваю и вывожу через первую петельку и воздушную. Это будет первый столбик. Ставлю маркер. И дальше до конца ряда провязываем 23 столбика без накида. По кругу до конца ряда. Провязала я 6-й ряд. Вот такая получается деталь. Теперь 7-й ряд. Снимаю маркер и провязываю первый столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик и провязываю следующий столбик без накида. Дальше убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. 2 столбик плюс убавка. И получается в конце ряда 18 столбиков без накида. 1 столбик без накида. 2 и убавка. 1 столбик без накида. 2 и убавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, провязала я 7-й ряд, 8-й ряд. В 8-м ряду мы будем с вами ввязывать ножки. Приготовили ножки и начинаем провязывать. Снимаю маркер. Я немного приблизила и провязываю 6 столбиков без накида. В первый столбик я ставлю маркер. 2, 3, 4, 5, 6. В следующую я провязываю прибавку 2 столбика без накида. И теперь мы здесь будем увязывать наши ножки. Я беру ножку, и вот там, где я фиксировала соединительную петельку, я снимаю маркер. Вот мы будем задействовать 3 петли. Первая петля, вторая и третья.
3 петли задние как раз мы будем с вами задействовать. Я разворачиваю ножку. И вот так вот мы будем с вами ввязывать вот эти 3 петельки. 1, 2 и 3. Вставляю я крючок в соединительную. И вяжу столбик без накида. Дальше во вторую петельку на ножке с внутренней стороны. И смотрю, чтобы не потерялись петельки. Вяжу следующий. Подтягиваю. И дальше третий столбик. Третий столбик. И вяжу третий столбик без накида. Вот так у меня получается 3 петельки. Дальше я убираю хвостик и будем с вами вязывать вторую ножку. Вот мы будем задействовать 3 петельки. Вот эта петелька, которая соединительная, где наш маркер. Вот это следующая и вот это. Теперь разворачиваем вот это и вот это. Снимаю маркер. Вставляю крючок и на туловище. И провязываю столбик без накида. Следующий на ножке и следующий на туловище провязываем. И еще одну на ножке и следующую на туловище и провязываем вместе. Хвостик подтягиваем, вкладываем вовнутрь. Дальше провязываю я здесь прибавку. И до конца ряда 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Вот так вот мы с вами вязали ножки. Вот так. С внутренней стороны. Следующий ряд мы будем вязать вот так. По туловищу. Переходим на одну ножку, на вторую и по туловищу. То есть теперь внутренние мы с вами не трогаем, а переходим вот на внешние. Вот эти вот петельки. На вот эти. Так. 9 ряд. Итак, 9 ряд я снимаю маркер и провязываю 8 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь нам нужно переходить на ножку. Чтобы у нас не было между ножкой и туловищем дырочки, я вставляю вот в соседнюю петельку на туловище крючок, вывожу петельку, я ее не провязываю, и тут же провязываю на ножке. Вот петелька, которая на ножке, следующая. 3 петли на крючке провязываю вместе. И у нас вот здесь вот нет дырочки. Это будет первая петелька, вторая по ножке, третья и 4. Осталась у нас еще одна петелька. Вот, одна петелька осталась. В одну петельку мы провязываем прибавку. Прибавку провязываем первую петельку, как обычно, а вторую провязываем так.
вывожу, не провязываю, а провязываю еще вот эту вот петельку, которая у нас на туловище, чтобы не было дырочки. Вот так. Теперь перехожу на следующую ножку. По следующей ножке у нас в первую петельку, вот в эту, мы должны провязать прибавку, но мы будем вязать ее зеркально. Сначала мы вводим крючок вот в эту петельку на туловище, выводим крючок, не провязываем и смотрим петельку первую на ножке. Выводим 3 петли на крючке, провязываем вместе. И сюда же провязываем еще один столбик без накида, то есть прибавочку. Дальше по ножке у нас получается 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И нам нужно перейти на вот эту сторону. Чтобы не было между туловищем и ножкой дырочки, я провязываю точно так же. Я вставляю крючок в эту же петельку на ножке, вывожу, и следующую на туловище вывожу. И вот провязываю вместе. И дальше провязываю до конца ряда. У нас получается 6 столбиков до конца ряда. Вот так. Вот такая деталь получается у нас. У нас кролик будет сидячий, и поэтому вот так вот получается у нас ножки. Надеюсь, было все понятно. Если что-то непонятно, прокрутите назад и сделайте медленней. Чтобы у нас вот здесь вот по углам не было дырочек, я просто провязываю, захватываю петельки, которые вот здесь вот на туловище. Их не видно, и все равно мы их просто задействовали, чтобы не было вот здесь вот дырочек. Надеюсь, было понятно. Дальше по кругу в 9 ряду у нас получается 26 петелек должно получиться. Теперь 10 ряд. Итак, 10 ряд. Провязываю 3 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. 2, 3 и убавка. Дальше нам нужно провязать 18 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Провязываю убавку. И в конце столбик без накида. Значит, в 10 ряду у нас получается 24 столбика. 11 ряд. 11 ряд провязываем так. 3 столбика без накида. В первый столбик я ставлю маркер. 1, 2, 3, убавка, дальше мы провязываем 17 столбиков без накида и в конце 1 убавка. В 11 ряду у нас получается 22 столбика. Итак, я довязала 11 ряд.
Я уже набила игрушечку. Постепенно уже можно набивать игрушечку. Вот так вот она выглядит. Тут все поправится. Вот. Вот такой хвостик, лапки. Так, и дальше 12 ряд. В 12 ряду провязываю 4 столбика без накида. Первый столбик я ставлю маркер. Два, 3, 4 и убавка. Дальше провязываем 14 столбиков в 12 ряду и в конце убавка, получается в 12 ряду 20 столбиков. Давайте провяжем. Итак, 13 ряд. В 13 ряду провязываем 3 столбика без накида. В первую петлю я ставлю маркер. Дальше 2 и 3. Дальше убавка. Дальше провязываем 12 столбиков без накида и в конце убавка. И получается в 13 ряду у нас 18 столбиков. Здесь я оговорилась в 13 ряду. В 13 ряду мы провязываем не 12 столбиков, а 13 столбиков и в конце убавка. И получается 18 столбиков. Не 12, а 13. Я прошу прощения. 14 ряд. 14 ряд провязываем так. Столбик без накида. Первый. И ставлю маркер. В следующую убавка. Столбик без накида. Убавка. Так нужно проделать до конца ряда. Всего должно быть 6 повторений. В конце ряда у нас получается 12 столбиков и 15 ряд провязываем 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Итак, 15 рядов провязано. Туловище у нас связано. Я уже его набила. Вот так оно выглядит. Очень хорошо сидит. Вот так. И теперь приступаем к голове. 16 ряд. 16 ряд провязываем все 12 прибавочек подряд. Первый столбик провязываю прибавку и ставлю маркер в первый столбик. Первый столбик. И так нужно довязать до конца ряда. Вторая прибавка. Следующая тоже прибавка. То есть 12 прибавок. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика. Давайте так провяжем. Вот провязала я 16 ряд, теперь 17 ряд. Провязываю 14 столбиков без накида. Аккуратненько смотрите, чтобы не потерять петельки. Раздвигаем вот здесь вот и смотрим. И провязываем 2, 3, 4, 5. И так провязываем 14 столбиков. Теперь нам нужно провязать 4 прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая прибавка, третья и четвертая. 4 прибавки провязали, и теперь нам остается 6 столбиков без накида до конца ряда. Провязала я 17 ряд, вот такая вот деталь получается. Теперь 18 ряд. Снимаю маркер и провязываю 17 столбиков без накида. Первую петлю ставлю маркер. Давайте провяжем 17 столбиков. Так, провязала я 17
петелек. Теперь провязываем 2 прибавки подряд. Первая прибавка и вторая прибавка подряд. И дальше до конца ряда я провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов я провязала. Значит, в 18 ряду у нас получается 30 столбиков. В 17 ряду у нас 28 столбиков, а в 18 ряду 30 столбиков. Все, теперь давайте провяжем с вами 19, 20 и 21 ряд. 3 ряда подряд, без прибавок и убавок, 30 столбиков без накида по кругу. Так, провязала я 3 ряда. Вот такая деталь у меня уже получается. И теперь, и теперь 22 ряд. Я снимаю маркер и провязываю 19 столбиков без накида. Давайте провяжем 19 столбиков. Итак, провязав 19 столбиков, теперь делаем 2 убавки подряд. Первая убавка и вторая. Дальше до конца ряда провязываем 7 столбиков без накида. В 22 ряду получается 28 столбиков. 23 ряд. Снимаю маркер и провязываю 17 столбиков без накида. Давайте провяжем 17 столбиков. Теперь провязываем 4 убавки подряд. 1, 2, 3, 4. И до конца ряда провязываем 3 столбика без накида. В 23 ряду у нас получается 24 столбика. Следующий ряд, 24, провязываем по схеме. Снимаю маркер, провязываю 2 столбика без накида, убавка. В первый столбик я ставлю маркер, второй столбик и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И в конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, теперь на этом этапе мы с вами вставляем глазки, потому что потом уже будет очень узко, и у нас не получится их вставить. Поэтому я вставляю глазки, вставляю между 20 и 21 рядами и делю вот эту вот деталь пополам приблизительно. И вот вставляю глазки вот пополам приблизительно, саму голову, саму деталь, вот эту вот часть. Делю пополам и приблизительно вставляю между 20 и 21 рядом. Здесь и здесь. Вот, и теперь постепенно набиваю голову, потому что сейчас у нас 25 ряд. Двадцать-пятый ряд провязываем таким образом. Столбик без накида, столбик без накида, ставлю маркер и убавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В конце ряда должно получиться 12 столбиков. И набейте очень хорошо саму деталь головы. Итак, я набила уже голову. Вот так она у меня выглядит. Теперь 26 ряд провязываю все 6 убавок подряд. Все 6 убавочек подряд.
Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Я обрезаю небольшой хвостик, фиксирую ниточку. Вот, и стягиваем отверстие. Так, беру иголочку. Вот, и стягиваем отверстие. Я очень плотно набила голову, поэтому наполнять мне ее больше не стоит. Набивать ее не сильно плотненько, конечно, потому что мы будем делать утяжку, чтобы она не была, ну, слишком деревянной. Потому что утяжку будет очень потом сложно сделать. Все, теперь фиксирую ниточки, путаю их. Вот, и обрезаю. Все, мы потом все почистим. И вот такая вот деталь получается. Теперь нам нужно ее стянуть. Берем плотную ниточку. Итак, я приготовила иголочку с толстым ушком и очень плотную ниточку для стягивания, для утяжки. У кого какая, я не знаю. Я вставляю там, где у нас были все прибавки, в 16 ряд. В 16 ряд я вставляю и вывожу в боковой части. Вот в боковой части глазика. Вот так. Хвостик оставляю. И теперь вставляю вот в эту серединку с другой стороны глаза посередине и вывожу точно так же вот с обратной стороны. Вот так вот подтягиваю. Подтягивается не с той стороны. Мне надо с этой стороны. Вот. Теперь посерединке с обратной стороны и вывожу, отступив одну петельку. Отступив одну петельку. Вот. Снимаю иголочку. Смотрим, чтобы у нас ниточки были вот с этой стороны. Вот с этой стороны ниточки. Все, и теперь делаю утяжку. Смотрю, чтобы это было, чтобы мне нравилась эта утяжка. Вот. Завязываю. Смотрим, если нас все устраивает, то все, прячем ниточки и все. Потому что если утяжка не устраивает, можно сделать еще одну дополнительную утяжку. Вот я вставляю в это место и вывожу в любое другое. Вот так. Все, здесь ничего не видно. Хвостики отрезаю. Все, и вот такая деталь получается. Теперь дальше вяжем, вышиваем носик. Я приготовила черную ниточку полухлопковую в два сложения. Вставляю тоже в любое место, а вывожу, ну, приблизительно, чтобы это было посерединке. Вот, посерединке. Оставляю хвостик. Через 2 ряда тоже посерединке, ну и где-то в бок тоже через 2 ряда.
Вот так. Ну, смотрю, чтобы она была симметрична, чтобы мне носик нравился. Если не нравится, то я его перешиваю. И вот так. Все, носик меня устраивает. Я вывожу сюда. Еще надо проверить все. Вот. Все, носик меня устраивает. Все, и теперь завязываю на узелочек и прячу хвостики. Все, вставляю в это же отверстие, вывожу в любое место. Обрезаю хвостик этот. Это тоже прячу. Все, мордочка готова. Теперь нужно пришить только ушки. Теперь смотрите, складываю я ушко пополам, вот так. И я его либо пришиваю вот так вот вверх, вот так он будет торчать, либо вниз. Вот так он будет жалостливый. Вот как здесь вот пришит. Видите? Здесь пришита такая вот милота. Так его хочется взять на ручки и пожалеть. Вот, но... А здесь давайте пришьем, чтобы они торчали. Я вот так вот складываю пополам и пришью вот таким вот образом. Отступив один ряд от глазика. Вот. Вот глазик заканчивается. И вот следующий ряд. Вот в этом ряду буду пришивать. Ну что ж, мы закончили. Вот так вот ушки можно пришивать по-разному. То есть я решила в этот раз пришить вот так вот, сложить пополам и пришить, чтобы они вот так вот торчали.
То есть ушки уже фантазируйте так, как вам больше нравится. Можно их пришить по бокам, ровно пришить. Ну, то есть уже смотрите на свое усмотрение. Вот такие вот крольчата у меня получились. Ушки. Размер этих зайчат, если брать, как их померять? Но если так брать, то 11 сантиметров. Если высоту с ушками, то 16. Если без ушек, то 10. Без ушек 10. Вот этот вот будет 10, 11 сантиметров. Ну, а так будет где-то тоже 12 сантиметров. Ну, приблизительно вот такие вот небольшие крольчата у меня получились. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну, а на сегодня я вам говорю пока-пока.